Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот решил отсадить крапчатых сомиков на нерест, потому что давно их уже не нерестил. Вот. Значит, здесь одна самочка и два самца. И здесь самочка и два самца. Дал им аулофорус. Ну, кушают и думают о том, нереститься или не нереститься. Ну, посмотрим, какой будет результат. Друзья, короче, уже темень, 11:30 ночи. Я зашел на разводню выключить свет, и смотрите, что я вижу. Короче, вот эти сомики, которые справа, да? Короче, самочка с ними начала нереститься. Они начали ее резко гонять. И там даже уже икринки есть. Но не будем мы их отвлекать от этого процесса. Я думаю, до утра должно икры быть немерено. Но эти, которые слева, что-то не знаю, что-то самцы там подкрадываются к самочкам. К самочке, вернее, к одной. Но как-то у них не очень. Эти, видите, прямо атакуют ее, не дают ей покоя. Гоняются там за ней и так дальше. Ну, наблюдаем. И вот прошла секунда. Наступил следующий день. Я вчера снимал, оговорился, 16 декабря это все произошло у первой пары. А у этой пары получается 17 декабря. То же самое ночью они нерестились. Смотрите, сколько икры. Ну, непонятно, какая там она, оплодотворенная или нет. Это мы увидим уже, когда начнет появляться личинка. Ну, на первый взгляд, такая она вроде бы как оплодотворенная. Сейчас я этих производителей убираю. Вот. И оставляем икринку развиваться. Посмотрю, чтобы там не было аулофоруса, который не съеденный. Потому что я заметил, что аулофорус бывает пронзает икринку и высасывает там с нее все. Икринка пропадает. Поэтому надо это все дело внимательно осмотреть. Ну а включимся мы, я думаю, уже через несколько дней, когда начнет появляться икринка. И хочу вам сказать, как мне говорил один старый разводчик, даже если икра вся побелела и вся типа кажется пропавшая, он говорит, что 100% будет хотя бы одна личинка, но будет, хотя бы один сомик, по-любому. Поэтому будем за этим наблюдать. Икринка, как видите, и на полу находится. Какая-то ее часть. И на стенках, и на фильтре. Короче, так достаточное количество. Ну, заглянем к сомикам, что у нас с икрой. Значит, вот у нас правая сторона. Этой икре 1,5 суток. Ну, видимых повреждений нет. Вроде бы как икра нормальная. Вот. Ну, здесь полсуток. Тоже вроде бы пока ничего. Ну, наблюдаем за ними дальше. Хочется уже поскорее личинку увидеть. Итак, друзья, смотрите, что у нас с икрой коридоросов случилось. Значит, вот сегодня 5 дней, как развивается икра. Я сюда ничего не добавлял, ни метиленового синего, ни эритромицина. Температуру не поднимал. Температура 19-20 градусов. Значит, смотрите. Я так понимаю, что в связи с тем, что самочки более 3 месяцев не нерестились, у них вот эта вот старая икра, и соответственно она получилась неоплодотворенная. Но вот в первом нерестовике на дне есть некоторые такие темные, можете видеть, вот слева там есть темные икринки. Это икринки, которые оплодотворенные, из которых будет личинка. Итак, в первом нерестовике их по аквариуму примерно там штук 20, я смотрел 30. То есть сегодня я вот эту всю плохую икру уберу. И я думаю, сегодня к вечеру, возможно завтра, уже должна появиться личинка.
из этих икринок. Ну а здесь я не вижу, конечно, хорошей икры. Но, как говорил мне один старый аквариумист, все равно хоть одна личинка должна быть. И поэтому я до победы ее здесь держу. Ей еще почти сутки развиваться, чуть больше. И посмотрим, возможно, здесь тоже будет хотя бы одна личинка. Вот, друзья, хотел вам показать, как развивается личинка крапчатого сомика. Вот видите, на дне можно видеть такие точечки черненькие, да? Вот здесь вблизи. Вон там на дальней стеночке такие черненькие точечки, видите? Это, извините за качество такое, я снимаю без освещения, для того, чтобы лучше эти точечки было видно. Вон, видите? Это будут личинки. То есть вокруг икра вся грибком побитая, видите? Ну, потому что она неоплодотворенная. Вот прямо, видите, какая она. Но вот эти черные точечки, это оплодотворенная икра. Ей не страшен грибок. Видите, если икра хорошая, то грибок на нее особо не нападает. Вон там вдали, видите, черные. Это все хорошее. Это будет личинка у нас. Ну давайте еще немножко подождем и увидим, какая она и сколько ее будет. Итак, вот делаю я съемку на следующий день. Значит, сегодня ровно 7 суток, как был нерест, как развивается икра. Значит, икра развивается здесь у нас при температуре 19-20 градусов. И вот вы видите, уже вдалеке справа начала выклевываться личинка. Но это только начало. Я думаю, до конца дня, сегодня к вечеру, вон, видите, слева вот прыгает она, будут уже все личинки. Но кто его знает. Вон там на дальней стеночке, видите, там он есть темная такая икра, это личинки. Ну, будущие личинки, то есть хорошая икра. А остальная, видите, побита грибком. Но это не страшно. И в соседнем аквариуме. На соседний аквариум у нас на сутки позже был нерест. Видите, практически вся здесь плохая икра, неоплодотворенная. Ну, из-за того, что самочки долго не нерестились. Но вон там он вдалеке. Вот сейчас я уберу. Вот видите, вот фильтр, верх фильтра и слева такая точечка черненькая, да? Вот такая икринка, вон одна есть, которая ну, не побита грибком, то есть она нормальная. И с нее завтра тоже должна появиться личинка одна. Ну, посмотрим, понаблюдаем за ней. Все, вечером покажу, сколько будет уже здесь личинок. Вечером вчера личинки было не особо много, поэтому не снимал. Снимаю уже утром, то есть 8 суток от момента нереста. Значит, можно видеть, что личинки прибавилось. Ее уже так нормально. Но еще есть икринки, вон особенно на дальней стеночке. Сбоку черненькие, да? То есть еще личинка не вся выклюнулась. Ну, я сейчас на дне вот эту вот плохую икру всю уберу, чтобы было лучше видно личинку, когда она ну, там вот плавает. И уже когда все вылупятся, вот здесь сбоку еще вот есть черненькие точечки, видите? То есть еще не вся. И тогда я уже сниму. Мы посмотрели, что будут все выклюнувшиеся. Кстати, в этом втором нерестовичке, там где у нас была одна икринка черненькая, я вот вижу, что с нее личинка вышла. Но ее так не видно. Возможно, она где-то спряталась за фильтром. Я сейчас отсюда фильтр уберу. Вот эту всю икру то же самое уберу, и мы тогда, возможно, увидим эту личинку одну. Немножко тронул фильтр, хотел его убирать, и выскочила личинка. Вот она здесь слева в углу, смотрите. Вот она. Можно видеть слева. Вот, о, дергается, видите? Она на фильтре сидела. И я только его взял, и она сразу подскочила. Я хочу вам сказать, что она совсем другого цвета, чем эти личинки. Вот можно видеть ее. Она такая светленькая. Те, которые
соседнем нерестовике они коричневые, а это какая-то серенькая. То есть все-таки некачественная икра. Раз хоть одна личинка, вернее икринка оплодотворенная, значит просто некачественная икра. Видно, из-за того, что самочки долго не нерестились, все-таки вот такая проблема. Ну, а здесь до вечера оставил, еще ничего не убирал. Короче, вся икра, вернее вся личинка вышла с икринок. Все. И сейчас я это все уберу. Ну вот, убрал я всю плохую икру, все почистил. И смотрите, сколько здесь личинки. Ну, я думаю, штук 40-50 точно есть. Вот я ее сейчас попробую постучать, чтобы она возбудилась. Вон она возле дальней стеночки, там тоже есть. И возле левой стеночки тоже. И вот здесь, и ближе. И... Короче, я так прикинул, там штук около 40-50. Короче, ради прикола посветил сверху и посчитал примерно где-то 75-80 штук. А на взгляд вроде бы как и не очень много. Друзья, вот такое видео получилось. Наблюдаем за этими сомиками в течение 30 дней. Посмотрим, какие они будут через месяц. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Обязательно подписываемся, лайк, комментарий приветствуются. И до встречи на канале Разводня как хобби. Пока. Удачи всем, друзья.